Те, кто смотрит мой канал на протяжении более года, прекрасно знают, что у меня выходит рубрика, посвященная различным неофициальным сборкам Windows. С периодичностью почти раз в полгода мы рассматриваем всяческие творения, народные мысли разной степени ужаса и странности, присылаемые как аудиторией, так и находя собственным ручным поиском через archive.org. Также было очень приятно получать различный фидбэк, как от вас, зрителей, в виде лайков и комментариев, за что огромное спасибо, так и от, на удивление, создателей показанных творений. Ответы авторов сборок разнились от «Да, бывало дело такое, ностальгия» и «О, это я создал, очень благодарен вам», до различных придирок к моей внешности и удивительной информации касаемо моей жизни, о которой даже я не знал. Хотелось бы сообщить, что все показанное является обзором с моей точки зрения и максимально показанным мнением со всех сторон. Само собой, вы можете быть не согласны с некоторыми оттуда тезисами. Все это время, пока данная рубрика существует, мы смотрели творения, где буквально хотелось выразить ноту непонимания или просто получить кучу лузов до удовольствия. Сейчас мне здесь хочется немного поменять правила игры. Странные сборки, а что насчет показа действительно уникальных народных творений, где их авторы чуть ли не с кожи вон лезут, совершая действительно интересные вещи? В этом видео мы будем рассматривать подобные сборки Windows, которые, как всегда, прислали подписчики и кое-как сами нашли на просторах интернета. Присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно, смотрите видео до конца и давайте начнем. Начнем с самого легкого, а именно со сборки, посвященной 50-летию Microsoft. Да, в 2025 году этой компании исполнилось 50 лет. Билл Гейтс выложил полные исходники первого продукта компании, Altair Basic, а компания сделала множество вещей, начиная от праздничных обоев рабочего стола, заканчивая приглашением ветеранов компании. Творение называется Windows XP MS50 Edition от Serega Win555. Чем это уникально? Его уникальность заключается в том, что это было собрано на основе Windows Server 2003. Как конкретно это собирали? Кто понял, тот понял. Процесс установки здесь показывать нет смысла, однако можно показать интересный экран загрузки. В остальном же это плюс-минус совершенно обычная система, только ей прикрутили тему Луна, и предоставляется как оригинальный XP, но с надписью «Версия 2003». Экран приветствия почему-то взят из поздних бета-сборок Windows XP. Данная сборка доступна также на 3 видах языка: обычном английском, отзеркаленном, на таком работает иврит и арабский, и на псевдолокализации. Псевдолокализация — это полезный инструмент для разработчиков. Таким образом, в софте, который имеет систему языковых переводов, можно увидеть непереведенные строки и в дальнейшем, само собой, их исправить. Также автор добавил в проводник одну интересную забаву. Если по этому пути в реестре создать dword параметр fsng, выставить ему 1 и перезагрузить Explorer, то вместо кнопки «Пуск» у нас появится кнопка «Ship it», а логотип изменится на значок 50-летия Microsoft. Вся работа автора, вероятно, является обычной практикой по работе с C++ и Win32 API, что вполне круто. И самое главное, в этой сборке присутствует псот из Windows 10. Я без иронии, но с мелким «но». Здесь перенесен тот самый грустный смайл и надпись о перезагрузке, однако остальные данные пишутся чуть ниже и немного другим шрифтом. Экран проверки диска вообще сделан в стиле эпохи DOS, чтоб не расслаблялись. Если это реально практика со стороны автора, то считаю, что получилось очень даже хорошо и успешно. Надеюсь, Serega Win555 или же Serega Win555 возьмет куда более высокую планку и будет радовать интересными творениями дальше. Следующее, что можно показать, кажется куда более серьезным. Про это творение мне сообщили в личку чуть ли не 10 человек. Этот проект имеет название Reunion 7 и нацелен на максимально натуральное воссоздание Windows 7 с использованием куда более новой версии в качестве основы. У проекта имеется официальный сайт, который оформлен на манер сайта Microsoft образца 2010 года. Вообще, я очень давно заметил, что часть пользователей действительно задается вопросом переделки современной Windows на более старую.
Конечно же, в один клик без происшествий толком это сделать нельзя, хотя тот же Revert 8+, вроде работает хорошо, только при обновлениях это все ломается в нулину, что теряет некоторую надежность переделки. Если кто не знает, у меня тоже выходило видео на эту тему. Переделывали без использования Window Blinds и пытались использовать как можно меньше костыльных решений. Кому интересно, посмотрите. Но напомню, что если после просмотра захотите этим заняться, то все под собственный риск и ответственность. Извините, что для кого-то я могу лить воду, ибо считаю, что подобная информация достойна упоминания и кому-то окажется полезной. Кстати, вода это действительно очень полезно. На главной странице проекта имеется сам баннер «Представляем Reunion 7» и чуть ниже кнопка скачивания. Дальше предоставляется возможность ознакомиться с системными требованиями, получить ссылку на Discord-сервер проекта и скачать темы да гаджеты. Только вот последнее, похоже, пока не реализовано. А надо бы, ребята, это реализовать как можно быстрее, ведь Microsoft в 2025 году убирает каталог тем для версий Windows 8.1 и ниже. В качестве альтернативы предлагают заглянуть в Microsoft Store за темами для 10 и 11. И все же часики так-то тикают. У проекта имеется GitHub со своими наработками и возможность выбрать регион, где среди них есть, на удивление, русский язык, но он недоступен. ISO-образ диска на момент написания сценария весит 5 гигабайт и имеет аж 5 зеркал для скачивания. Windows PE здесь от Windows 10 в стиле Windows 7 вместе с установщиком, но это не то, на что хотелось бы обратить внимание. Первое, что можно отметить, так это Out-of-Box Experience. Он здесь буквально самописный и кое-как сделан в стиле Windows 7. Не прям один в один, но тоже нормально. Также тут уже видна корректная Basic тема, что радует. Кроме имени и ключа, здесь предлагают выбрать, какую редакцию мы якобы взяли. Это влияет на брендинг всей операционки. Далее предложат выбрать фон, аватарку, расцветку аэроокна и часовой пояс. Все, система готова к работе. Смотря на сугубо чистый рабочий стол, сможете прямо на первый взгляд отличить Reunion 7 от настоящей семерки. На рабочем столе находится README и папка Stuff. Первая поясняет про саму сборку, ее изменения и известные баги, а вторая содержит множество мануалов, аватарок и мелких твиков. Экран загрузки здесь оригинальный, из десятки, но при помощи Boot 8+, возможно выставить нужный стиль. В автозагрузке есть AutoHotkey, скрипты, инструмент проверки обновлений сборки и Sound Restore. Диспетчер задач стандартный, Paint и блокнот тоже стандартные, и гаджеты туда же. Из стороннего софта здесь присутствует Start is Back, Event Hook, а в качестве окна открытия файла неизвестного формата выступает программа OpenWithX. Разделы персонализации на месте. Из минусов же отмечу выключенный родительский контроль, сломанный защитник Windows, хотя нафиг он кому нужен, микробаг при закрытии окна, пропадает шрифт, и Windows Update отрегулирован групповыми политиками. Последнее, думаю, поправимо. Windows 10 в стиле Windows 7. А где же UVP? Их нет ни в пуске, ни в прочих видных местах. Вопрос очень отличный, а ответ еще лучше. UVP здесь работает прекрасно. Можно установить как сторонние AppX пакеты, так и открыть уже установленные, но только через прямые ссылки по типу MS Settings. В качестве итоговой рецензии по этому творению хочу сказать, что авторам еще есть над чем работать, но в основном все сделано удовлетворительно и довольно гениально. Если вы хотите видеть больше видео, где я рассматриваю такие работы или что-либо из этой сферы, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Действие простое, а мне как автору будет очень приятно видеть мнение народа. Заранее спасибо. Следующим уникальным творением можно приметить Windows XP Aira 2, буквально продолжение нашумевшей в 2024 году Windows XP Aira от автора Avrorion. Работы этого человека уже неоднократно показывались в моих видео, тот же Windows XP Aira и Windows XP без Internet Explorer.
Работы действительно выглядят симпатично и продуманно, но это все основывается на системе почти 25-летней давности и прекратившей поддержку в 2014 году. Хотя ладно, прекращение поддержки — это не приговор. Вон тут современный браузер сделали, во и другие дополнения, позволяющие системе жить сегодня, только я пока не видел человека, который бы серьезно, без виртуальной машины и эмуляции, использовал XP на постоянной основе. Конечно, есть одно полуживое сообщество в том же VK, но есть ли что-то за рамками той группы? Установка начинается с появления Windows Boot Manager. Нам предлагается два варианта – сам сетап или же режим восстановления. Да, тут и такое имеется, что очень недурно. Режим восстановления является Windows PE на основе 7, кажется, собственной сборки, причем XP-шку он опознает и дает только два инструмента – командную строку и проверку оперативки. На деле инструментов чуть больше. Процесс установки здесь рассматривать нет смысла, она везде логически одинакова, только дизайн меняется. А вот дальше уже интереснее. Местный OBE при запуске пишет: программа установки подготавливает Windows к первому использованию. Почти как в оригинальной Windows 7. Далее показывается интро и начинает играть музыка из PlayStation Vita. Конечно, в видео вы ее не услышите, поверьте мне, ибо мало ли авторские, лучше предостережемся. В остальном, если не считать слегка измененные текста и дизайн, отличий нет. Как в первой части аэропроекта, здесь есть гаджеты, окно персонализации и игры. Проект нацеливается на максимальную репликацию Windows 7 с использованием возможностей XP. На рабочем столе присутствует README со списком всех нюансов, удаленных компонентов и советами. Если в оригинальной XP были пинбол и классический пуск, то здесь они удалены, их не было в семерке. Точно так же со скринсейверами стиля Vista и органайзером. Windows Media Player здесь 11 со скином от 12. WordPad и Paint здесь из оригинальной семерки, полноценно работающие, без всяких помех. Windows PowerShell, Applet, приступая к работе, заметки и Windows Defender. И по поводу Defender могу сказать, что это на данный момент единственный компонент оригинальной Windows 7, базы которого по сей день обновляются. И я не шучу. Что значит по сей день обновляются? Я в этом плане действительно не шучу. Вот у нас есть компьютер на Windows 7. И нам нужно сейчас открыть центр обновлений. У меня классическое меню пуск, не обращайте внимания, в принципе это даже и не суть важно. Открывая центр обновлений, нам сообщает о том, что вот у нас есть 167 важных обновлений. Мне они не важны, потому что я ставлю то, что мне необходимо. Я сам принимаю решение об установке обновлений. Вот, в важных обновлениях тут есть даже за 2020 год, то есть за месяц прекращения поддержки Windows 7. Пролистнув чуть ниже, никак ниже, в принципе, самый конец, мы видим обновление механизма обнаружения угроз для Windows Defender. И оно опубликовано вчера. А вчера было как раз-таки 20 мая. Я записываю этот футаж 21-го, тоже не суть важно. Мы поставим это обновление. Вот, обновление успешно установлено, все, у нас уже установлено одно обновление. Идем в защитник Windows. Сейчас он откроется. И мы видим, что дата баз от 20 мая 2025 года. Вот, тут даже какая-то одна вредоносная программа. Он, оказывается, работает, нифига себе. Я никогда не видел, чтобы Defender сообщал о каких-то нежелательных программах на семерке. Он всегда писал о том, что у меня все хорошо, и с компом тоже все нормально. Вот, как-то так. То есть вот сам факт, базы по сей день обновляются. А в случае с XP это уже чисто декорация, как интернет-игрушки. Знаете, смотря на все это, мне напомнило один мем про путешественника во времени и передвинутый стул. Буквально. Так, окей, хорошо, надо не передвигать стул, стой, тут какая-то моль еще. Вроде норм... Твою ж мать. Что здесь есть еще? Поддержка записи ISO образов из коробки. Новый экран загрузки.
Так как здесь уже изначально имеется boot MGR, то с ключом /no GUI boot можно включить тот самый вариант из семерки. Возможность привести панель задач к семерочному виду делается с помощью твика в реестре и замены Aero MS Styles. В итоге выглядит неплохо. Из минусов могу отметить баг с docx файлами, нерабочую ссылку на Windows Update, можно туда Legacy Update просто встроить, и неканоничная справочная система в плане статей. Как-то так. Сейчас настал момент перейти к своего рода невероятной вещи. Перед тем, как я это покажу, хочу сказать еще одну вводную информацию. Всем зрителям известно, что бета-версия Windows Vista имела название Windows Longhorn, и весь процесс разработки был своего рода лютым хаосом длиной в почти 6 лет, а в один момент даже пришлось начать разработку с нуля. В 2003 году на конференции для разработчиков показывали концепты и кое-какие наработки будущей версии системы. Кратко говоря, это совершенно кардинально отличалось от XP, а разница была в пару лет. Но, увы и ах, дизайн именно в таком виде не стал релизным. Прошли годы, и все же на основе фотографий с презентации и видеоконцепта кто-то реконструировал это дело. Проект называется Hillel 7 и основывается на семерке. Последний раз это обновлялось в 2023 году. Уникальность плюс-минус начинается уже сразу после запуска из образа. Сам стиль процесса установки максимально выдержан и соответствует дизайну того концепта. После копирования файлов нас встречает красивый экран загрузки и первоначальная настройка. И не иронично скажу, это выглядит круто. Анимированный фон, анимированный логотип, шрифт, сам процесс OBE выглядят выдержанными, едиными и доставляют удовольствие. Ну, почти, ибо драйвер на видеокарту не установленный, скорее всего, поэтому немножко подлагивает анимация. 2 этапа. Аккаунт и настройка центра обновлений. Это все. После первого входа у нас есть пустая панель задач и область с виджетами и треем. Тема без прозрачности выглядит слегка уродливо, поэтому, как ни крути, без драйверов тут никуда. Спустя пару моментов настроек у нас есть и хорошее разрешение экрана, и полноценная аэро. Некоторое количество стандартных программ буквально взяты из бета-версии Windows, а из самого уникального можно приметить проводник, Windows Media Center, Internet Explorer, персонализацию и сведения. Первый сделан очень добротно, им просто приятно пользоваться. Второй адаптирован под стиль Longhorn. Третий является не просто какой-либо переделкой Firefox или Chrome, а отдельным браузером с движком IE – Longhorn Internet Explorer. Персонализация, кроме тем, содержит программу Desktop Aurora, добавляющую анимированные обои. Если ввести команду WinVer, то появится не привычное всеми окно, а вот такая вот штучка. Местный медиаплеер является переделанным Winamp. Меню пуск работает на V-Start, а боковая панель присутствует благодаря Avalon Bar. Из минусов тут не вычищены звуковые схемы с семерки, чутка поломанная адресная строка в проводнике и полностью выпилена реализация показа элементов панели управления. Я не шучу, тут все через свою реализацию. Больше сказать нечего. Что же можно сказать в итоге? Все-таки давайте что-то странное здесь посмотрим. Эту сборку мне прислал Дмитрий, и предыстория тут такая. Цитата. «Привет, у меня есть очень интересная сборка Windows XP, которая продавалась у нас в розницу от компании ООО Sigma, причем без локализации. В интернете информации о ней не нашел. Сборка очень жирная, идет на DVD-диске, вес 2,1 гигабайта. После установки 4,4 гигабайта. Ставится долго в несколько этапов. Сильно кастомизировано. Выглядит как Франкенштейн и содержит мат в описании во втором этапе установки. Купил данный диск, когда был еще подростком в 2006-2008 году в каком-то ларьке. Увидел твои обзоры на сборке винды и вспомнил про нее. Пришлось покупать специально внешний оптический привод, чтобы сделать образ диска.
Конец цитаты. Я сначала не поверил, что такое действительно могло существовать и продаваться, но загуглив юридический адрес компании и увидев, что там находится совершенно другая компания, некая ООО ПТК, мне сразу стало понятно, что это лютейшая паль. Зато какая! Информация на самой коробке, если не обращать внимания на миллиард отпечаток, написана на русском. Запуская с диска, мы видим установщик на английском с японскими засечками шрифтов. Что? Окей. Оказавшись на окне выбора раздела, концентрация воображаемого трейдмарк слова «био» превышает все допустимые нормы на квадратный пиксель. Тут даже файловые системы экологически разлагаемые. Био же. Экран загрузки тут выше всех похвал. Не хватает еще 3 полосок. Вы думаете, что ОС будет на английском и впредь? Нет! Она на итальянском. Ой, я надеюсь, что после установки система заговорит на японском. К слову, сетап автоматизирован. Рекламные текста дают список изменений и демонстрируют диалог автора с автором. К слову, приславший сборку человек был прав. Там реально есть мат. После сеанса эстетического дизайна и мигания миллиарда окон установщиков начинается наш первый вход. Да не простой, а с рэпчиком и блестяшками. Рэпа, конечно, не будет, и ибо авторские. На фоне этого окна параллельно ставится миллиард твиков. После всех действий система выглядит вот так. У меня нет слов. Да и подходящих эмоций тоже. Из установленных программ здесь действительно есть Acrobat Reader, Mozilla Firefox, огромное количество флеш-игр и TuneUp Utilities. Стоп, на сколько дней у меня триалка? Тут невыносимое количество кастома, и в совокупности всех обстоятельств до изменений это выглядит, просто нелепо. Как такое можно продавать было? Вопрос, наверное, останется без ответа. Настало время сделать выводы. Пусть в мире моддинга Windows присутствует огромное количество странных и непонятных сборок, но среди всей этой кучи творений есть действительно годные варианты. Во время поисков и получения предложений на обзор от аудитории я, кстати, не встретил каких-либо адекватных кастомных вариантов на основе Windows 11. Кроме Rectify 11 вы можете что-то перечислить еще? У меня, к сожалению, не получилось. Возможно, в контексте 11 это просто уже не особо актуально. Опустим тот факт, что операционки по типу XP или семерки давно устарели в техническом плане и давно не поддерживаются компанией. Но кого-то это останавливало? Не думаю. Как долго будет жить такая тема? Неизвестно. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. На этом пока что все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всегда рад вашей поддержке. Благодарю всех за просмотр и донатеров за поддержку канала. Всем школьникам желаю хорошо сдать экзамены, студентам не сдаваться, тем людям, кто будет защищать диплом хорошей защитой диплома, а остальным до новых встреч и хорошего настроения!